Рождение – увлекательное и ни с чем не сравнимое событие, как у животных, так и у людей. Но некоторые роды идут не так, как ожидалось. Так и в сегодняшней истории. Невероятные сцены произошли на австралийской ферме крупного рогатого скота в мае прошлого года. Дэвид и Джулиан Грэм были опытными владельцами фермы, обосновавшимися в своем районе Бананг из Гипслин. Ферма была очень успешной и являлась неотъемлемой частью района. Они прекрасно разбирались в скотоводстве, и соседним фермам повезло, что вокруг были такие опытные люди. Супруги в основном помогали с рождением нового скота, их часто призывали помочь с родами других животных в Ист-Гистлинге. Год прошел очень успешно, с успешными родами по всему региону. Дэвиду и Джули особенно повезло, что они уже успешно родили 8 телят на собственной ферме. Когда Дэвид узнал, что еще одна породистая герефордская корова беременна, он был в восторге. Дэвид и Джули начали типичное приготовление к беременности коровы. Они внимательно следили за ней, уделяя особое внимание ее самочувствию и здоровью. Вначале весь скот жил вместе в главном коровнике фермы, где жило несколько поколений коров. Однако через несколько дней Джули заметила, что беременная корова ведет себя немного вяло, чем обычно. Она стала меньше есть и казалась нездоровой. Итак, корову вывели из большого сарая, чтобы она побыла в одиночестве и отдохнула, ожидая родов. Рядом с фермой был небольшой сарай, где они могли разместить беременную корову. Здесь корова могла спокойно подготовиться к рождению, ей давали много пресной воды и еды, и она чувствовала себя комфортно на новом месте. Так что беременность началась благополучно. Но через несколько недель ситуация должна измениться. Корова начала есть большое количество корма каждый день. Она также значительно выросла с тех пор, как переехала в отдельный сарай. Если бы хозяева были новичками в сельском хозяйстве, они могли бы запаниковать из-за быстрых изменений в корове. К счастью, Дэвид и Джулия были очень опытны и сразу заподозрили, что может быть причиной ее необычного аппетита и увеличения веса. Учитывая ее рост и характер, Джулия начала подозревать, что корова беременна двойней. Коровы нередко рожают близнецов, однако это также не очень распространено. Вероятность такого события составляет около 2%. Но этот факт был далеко не необычным в этом рождении. То, что последовало дальше, не оставило равнодушными опытных фермеров, но сначала они ничего не подозревали и занимались своими делами. Супруги были убеждены, что благодаря многолетнему опыту они способны справиться с этой задачей и уверенно сопровождать корову до самого рождения. Прошло время, а живот коровы продолжал расти. Наконец, пришло время родов. Дэвид и Джулия внимательно наблюдали за коровой. Дэвид счел разумным начать искать признаки ранних родов на месяц раньше, потому что если у коровы будут близнецы, велика вероятность того, что роды произойдут раньше. Близнецы часто рождаются на несколько недель раньше. Вскоре, после того, как Дэвид и Джулия начали так внимательно наблюдать за коровами, они увидели признаки того, что начались роды. Соседи, жившие за несколько ферм, смогли услышать события той роковой австралийской ночи. Роды были долгими и тяжелыми. Через некоторое время первый теленок был готов увидеть свет. Дэвид помог вытащить животное руками в перчатках, а Джулия сосредоточилась на том, чтобы сделать матери максимально комфортно. Супруги закричали от восторга, увидев здорового теленка, нежно державшегося в руках Дэвида. Джулия взяла теленка, чтобы помыть его, и предложила ему что-нибудь попить. Дэвид остался с матерью коровой, немного почистил ее и похвалил за усилия. Затем он приготовился к другому теленку. Джулия вернулась через несколько минут, как раз в тот момент, когда Дэвид вслух задался вопросом, не ошиблись ли они насчет близнецов. Может быть, это была просто тяжелая беременность, из-за которой ее аппетит повысился больше, чем обычно. Джулия села рядом с Дэвидом, чтобы помочь ему с его рассуждениями, когда их прервал крик коровы. Как раз, когда они думали, что их работа сделана, еще один ребенок, казалось, был готов выйти в мир. Дэвид почувствовал, как слезы наворачиваются на его глазах, а Джулия слегка рассмеялась над его сентиментальностью. Дэвид и Джулия быстро вернулись на свои места. Дэвид сзади и Джулия у коровьей головы. Через несколько минут усилий родился еще один теленок. Молодец! Джулия похвалила корову, и Дэвид вынес младенца, чтобы корова увидела, какой абсолютный успех. 2 здоровых малыша. Самец и самка благополучно родились в ту ночь, и мать выглядела так, будто полностью выздоровела. Дэвид и Джулия снова сели на травку, каждый держал по ребенку. Они думали, что их работа сделана, но вскоре их ждал удивительный сюрприз. В головокружительной тишине после рождения близнецов корова очень странным образом отталкивает своих малышей, когда они пытаются приблизиться к ней. Джулия подумала, что она, возможно, захочет покормить их грудью, но корова оставалась в том же положении, в котором проходили роды. Похоже, она была в бедственном положении, что очень сбивало
сбивало с толку, учитывая то, как хорошо прошли роды. Дэвид отложил телят в сторону и вышел к матери, чтобы осмотреть ее. То, что он тогда увидел, потрясло его до глубины души. Дэвид наклонился, чтобы посмотреть, что происходит. Потом он заметил, что корова готова рожать. Он вскрикнул, чтобы привлечь внимание жены. Потом они приступили к работе. Мужчина быстро надел новые перчатки, а корова плакала и скулила от боли. Джулия тоже подошла, чтобы поддержать и утешить корову. Совершенно потрясенная пара устроила своей корове третьи роды. Дэвид и Джулия обрадовались, у них тройняшки. Дэвид не смог сдержать крика и тем самым разбудил всех соседей, но на этом история не заканчивается. Удивительно, но корова еще не закончила рожать. Сквозь слезы, эйфории и восклицания радости Дэвид и Джулия помогли родить четвертого теленка. Вероятность того, что корова родит тройню, составляет примерно 1 из 10 тысяч. Шансы родить четверню были значительно ниже. Дэвид и Джулия с большим облегчением увидели, что их корова наконец-то погрузилась в мирный сон. После рождения четвертого ребенка мать должна полностью выздороветь, и за одну ночь фермерская семья выросла на 4 телят. Дорогие слушатели, если вам понравилась эта история, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы и дальше будем радовать вас новыми роликами.